Это храм Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней в Хельсинки. Особое место для нас. Именно здесь, 10 лет назад, наша семья была соединена вместе на время и на всю вечность. Так как это история о нашей семье, я решил продолжить ее на территории храма. Если бы меня кто-то попросил рассказать, как я познакомился с Ирой, как мы нашли друг друга, то я бы мог рассказать стандартную версию, которую мы обычно всем рассказываем. Но сейчас, сегодня, здесь, в этом особом месте, у храма, мне бы хотелось во всем разобраться и начать сначала, издалека. История любого человека, в принципе, заслуживает внимания. Если не всем удается записать свою историю, кому-то даже это в голову просто не приходит. Мне приходило в голову это сделать, но я не знал, как начать. Так что решил сегодня начать, посмотрим, как получится. Оглядываясь назад на свою жизнь, хочется оставить какой-то след. Хочется поделиться своим внутренним миром с людьми, и чтобы они смогли либо улыбнуться, либо заплакать, либо махнуть рукой. И пусть эта история никогда не стремилась быть изданной, написанной, она все же заслуживает, по крайней мере, нашего внимания наших детей. Я опишу лишь один маленький кусочек из моего детства, как прелюдию к рассказу о том, как мы с Ирой нашли друг друга. Я проснулся на 2-м этаже старого финского дома, доведенного до ума моим дедом, мастером на все руки. В окно светило солнце, но я не торопился вставать, потому что я знал, что меня ждет полное одиночество день. Дело в том, что мы с братьями и сестрами отдыхали летом у бабушки с дедушкой на даче. Они жили на границе с Финляндией. И самые беззаботные деньки, мне кажется, я провел именно там. Я очень любил своих бабушку и дедушку. Всегда рвался к ним в гости при первой же возможности. Дед меня очень многому научил. Он был трудолюбивым и все время пел песни за работой. Он их знал очень много. Бабушка зародила во мне любовь к приготовлению еды, к домашнему хозяйству, к уважению к природе и вообще всему живому. Каждое лето было как сказка для меня. Я как будто погружался в совершенно новый мир. Мир сказочный, без забот. Но такого не бывает. Беззаботные миры есть только в наших воображениях. Мир не должен быть таким. Он был создан для того, чтобы мы учились, чтобы мы преодолевали трудности и становились мудрее, закаляли наш характер. Я начал подрастать и замечать, что бабушка с дедушкой все больше и больше употребляют алкоголь. Они всегда выпивали, но больше по праздникам, по каким-то особенным случаям. Но теперь случаев особо не было никаких, кроме как забрел сосед с бутылкой пива в гости. Но ведь он вчера заходил именно с такой же бутылкой. И так продолжалось довольно долго и особо не нарушало мой идеальный мир ребенка, пока однажды все не разрушилось вмиг. Я не знал до этого, что такое запой. Да и откуда мне было знать? Мои родители не пьют с тех пор, как начали ходить в церковь. Все наши друзья также не употребляют алкоголь. Я вылезаю из постели, иду вниз. Как только открываю дверь, нос ударяет резкий запах чего-то горелого. Бабушка поставила кашу вариться, забыла про нее и уснула. Она была в таком состоянии, что мне было трудно понять, как она вообще могла что-то делать. И дед был примерно в таком же состоянии где-то в доме. Я не понимаю, что происходит. Ведь раньше они засыпали, просыпались и трезвели. А теперь что-то изменилось. И вот я, подросток со всеми своими тараканами в голове, вижу, как прекрасные люди страдают
от этого. Отдают свою жизнь грешительному напитку, беспамятстве, перемещаются по дому, ничего не понимая, в каком-то забытии. И не прекращают пить. Человек засыпает пьяным, просыпается пьяным. И это продолжается довольно долго. Я не помню, были ли тогда мои братья и сестры вместе со мной. Единственное, что я помню, что я не хотел это видеть. Я не хотел верить в то, что это происходит на самом деле. Мое сердце просто разбивалось от этого. Я не мог смотреть на то, что алкоголь с ними делает. Я убегал из дома, садился в лодку, брал удочку и уплывал на весь день. Я представлял, как мой дед сидит со мной рядом, ловит рыбу, ругается, когда я запутываю леску, поет свои песни и улыбается жизни, как он всегда это делал. Он навсегда останется в моем сердце именно таким. Мы возвращаемся домой, уставшие, с большим уловом, и бабушка сразу нам жарит свежую рыбку, достает из печки хлеб и расспрашивает, где мы в этот раз наловили так много рыбы. Он останется в моей памяти именно такой, который всегда сядет рядом с тобой и просто поговорит по душам о том, как прошел твой день. А потом скажет: а давай приготовим что-нибудь вкусненькое. И мы вместе с ней без рецепта начнем что-нибудь готовить. И не хотелось верить, что мои дорогие бабушка и дедушка на самом деле сейчас вот в таком состоянии. Я уплывал, надеясь, что вернусь, и там будет прежний мир. Но этого, к сожалению, не происходило. Рыбой были забиты все морозилки, сушить ее уже было негде. Так везде была рыба. Вот так много времени я проводил наедине с собой. В те часы в лодке, в одиночестве я обо многом думал. Но больше всего я думал о том, что наступит день, и я создам свою семью. Я найду такого человека, кому я могу рассказать свою историю, кому раскрою свои секреты, свои страхи. И она обнимет меня и скажет, что все хорошо. Она примет меня таким, какой я есть. А я приму ее такой, какая она есть, с ее историей. И мы вместе пойдем, держась за руки, преодолевая трудности этого мира вместе. Я знал, что так просто я не смогу ее найти. Но я также знал, что она уже живет своей жизнью и думает обо мне, так же, как я думаю о ней. Пока только в образах, но с каждым днем все отчетливее и отчетливее. Откуда я это знал? Я разговаривал сам с собой, разговаривал с Богом, сидя в лодке. Он показал мне ее в моем воображении, в моем сердце. Я помню этот миг, он был прекрасен. Каждый человек заслуживает счастья. Более того, мы здесь на земле, чтобы обрести это счастье. В тот момент на лодке, в одиночестве, когда Бог показал мне мое будущее, мне кажется, я был самым счастливым молодым человеком на всем белом свете. Очень скоро бабушки с дедушкой не стало, и мой маленький мирок был разрушен. Мое сердце было разбито. Но жизнь продолжалась, я окончил школу и уехал учиться в университет. О том опыте на лодке я позабыл. Все мои попытки в одиночку отыскать ту, которая сможет меня полюбить, были не очень удачными. Я был подавлен всеми этими неудачными попытками, так что это стало очень меня угнетать. Я начал замыкаться в себе, стал угрюмым, необщительным. Ко всему прочему, учеба в университете мне не давалась. Свой первый экзамен я завалил, сдал на 2. Город мне не нравился, он был таким холодным, весь в граните, в желтых тонах, такой же печальный, как и я. И весь тот период жизни для меня сейчас, когда я оглядываюсь назад, вспоминаю это вместе с вами, кажется мне таким туманным, как будто я сам был в каком-то забытии, пьяным, но не от вина. Я помню, как стоял на мосту и вспоминал, и сочинял стихи в своей голове. Стою один среди людей, срывает ветер чувства. Нет в голове моих идей, ужасно грустно. Нева одна, Нева нема, и ложь ей чужда. Направь корабль свой вперед, направь, лишь верить нужно. Необитаем островок, что нами создан, затерян в море, одинок, никем не познан. А затем я шел и бродил
часами по Крестовскому острову и думал, думал, думал. Возможно, в те часы страдальческие, когда я был готов услышать, небеса открылись и напомнили мне о том, что я когда-то видел уже и слышал. И я начал размышлять, какова моя вероятность того, что я смогу ее найти среди миллионов людей здесь, в этом огромном городе. Но она ничтожна на самом деле. Я понял тогда, что если я начну приближаться к Богу, и она будет приближаться к Богу, то где-то там мы можем встретиться, потому что мы идем в одном направлении. И эта мысль, она всецело захватила меня. И я начал всерьез менять все в своей жизни, приближаясь к Божественному каждый день, по чуть-чуть. Я не делал ничего сверхъестественного, я просто молился, изучал Священное Писание перед сном, записывал дневник, думал о других людях, старался им служить. Я просто пытался быть лучшей версией самого себя. И я делал это искренне, со всей душой, зная, что это должно приблизить меня к Богу. Я очень скоро заметил, что жизнь на самом деле, она полна красок, что этот город на самом деле не такой уж и хмурый, каким я себе его нарисовал. Я осознал, что соскучился по людям, по задушевным разговорам. И через близких мне людей начали приходить ответы на мои вопросы. Я начал готовиться к посещению храма, откладывать деньги. Обычно мы с Ирой начинаем нашу историю как раз с этой поездки в храм, в Швецию. Ну или событий, которые предшествовали этой поездке. Но мы не вспоминаем той глубинной части, которой не было бы, без которой не было бы ничего. Мы оба одновременно решили идти навстречу к Богу. И где-то по пути к Нему мы повстречали друг друга. Я помню этот день. Сентябрь, 2005 год, раннее утро. Я иду в храм. Она сидит на диване в холле гостиницы и пишет дневник. Я смотрю на нее сквозь стекло. Она меня первое время не замечает. И вот как будто голос с неба в моей голове. А ты помнишь тот день в лодке? Я тебе кого-то показывал. Да, но я не видел лица. Ну, теперь ты его видишь. Мне трудно было передать те чувства, которые у меня были. Мне сейчас передать. Это, мне кажется, практически невозможно. Я ее искал так долго, я представлял в своей голове, а она все это время была рядом со мной. Но я ее не замечал, потому что не был готов увидеть. Вот ведь вправду, есть глаза, но не видят, есть уши, но не слышат. Мы шли друг к другу, мы нашли друг друга на пути к Богу. Мы все хотим быть счастливыми. И мы хотим знать, что то, что мы делаем, приблизит нас к этому счастью. Я знаю, что невозможно быть счастливым без Бога. Рано или поздно к этому приходят все люди. И мне кажется, что лучше рано, чем поздно. Будьте счастливы.